Привет, Тёма. Саня, здорово. Всем привет. Привет, друзья. Вы, как всегда, на канале Коптим Вместе. И сегодня, как вы поняли, коптить мы ничего не будем, поскольку ко мне приехал мой друг Санек, канал Ранчо у Санчо, и обещал мне показать рецепт какого-то вкуснейшего шашлыка с особенным каким-то маринадом. Что за маринад? Сейчас мы будем его пытать. Что за маринад, я спрашиваю? Все расскажу и все покажу. Тёма. Вот так. Я понял. Я знаю, с чего ты хочешь начать. С чего я хочу начать? А у меня настоечка под Нет, это дело. Тём, нет, это нужно для маринада. Сегодня мы... Под конец можно будет. А это мы будем мариновать. Я же говорил, будет необычный. Это будет маринад на рассоле. Друзья, если вы такого не пробовали, то я вам рекомендую, потому что это какой-то необычный, сочный и очень мягкий шашлык получается. Я предлагаю сразу же начать, здесь Кстати, долго не думать. Я скажу точно, что у Санька на канале нет такого маринада. Кстати, да, вот на своем канале мы с супругой пробовали и кушали, и даже 2 или 3 раза на рассоле, причем на огуречном рассоле и на помидорном. Всегда вечный спор идет, на каком же рассоле вкуснее. Но мы сейчас проверим. Ну, я уверен, я всегда за помидоры голосую. помидоры. Так, значит, что Сразу мы делаем? начинаем готовить мясо, шея. Очень хороший Тёма кусочек купил. Такой вот, знаете, без лопаточной части. Да. Вот именно миско Где и мраморность прожилочки. и вот именно как Да. вот это вот, да, мне кажется, Очень мраморность классно. такая, да? Вот Ну, мраморность, да, Да. жирок. Мы обрезаем лишние жирки, чтобы это не подгорало все на углях. И маринад достаточно простой. То есть сушеный базилик, кориандр, черный перец и соль. Я говорю, все очень просто, гениально. Доступно. И лучок. Да, поэтому... Сразу же начинаем. Лук, как всегда, полукольцами. Мясо я убираю и зачищаю от жирка, от лишнего. Я всегда это делаю, мне это не нравится. Правильно, надо Подгорает. убирать. А кусочки мы режем приблизительно 4 на 4 сантиметра. Это мой любимый размер для кусочка шашлыка. Так, ну я занимаюсь тогда луком. Конечно. Вот это у тебя нож. Ты посмотри. Красота. Офигеть. Да и рукоятка очень, да и он Ну, такой нож ручной мощный. работы. Такие ножи делает мастер своего дела Юрий Калмыков. Кстати, ты знаешь, вот на хорошие вещи хочется и ссылочку оставить по-человечески, да? Глаз ложится на Да, хорошие вещи. да. Вот мне понравилось. В общем, когда будем заканчивать, я нож буду при себе держать, потому что не ровен час он уедет вместе с Саньком. Вот. Ну, короче, В общем, да. Ссылочку на Юрия, где вот такие ножи классные делают, оставлю прямо под этим видео. Сань, а попробуй вот этим ножиком поработай. Просто ради интереса, как тебе? Он как по маслу отрезает. Вообще класс. Даже не приходится нажимать ничего. Просто раз, провел и все. Он отрезает. В одно движение, в одно касание, да? Клевый. Очень хороший ножик. Тёма всегда, когда режет лук, он плачет. Не знаю, может быть, мне лук жалко. Лук жалко. Отправляем мясо в какую-нибудь гастроемкость, где это можно будет все замариновать. Сначала мы делаем это как Я сразу хочу показать, какие кусочки. Смотрите. практически все одного типа. Я Да, старался одного нарезать. размера. Вот. Сильно мельчить не надо, и в то же время крупные тоже нам не нужны, чтобы они долго не жарились Да. и снаружи не сгорали. Да? Желательно старайтесь, чтобы они все были одного размера, чтобы равномерно прожаривались. Отправляем сюда лук. Все, я не могу. Прощайте. Я не могу открыть глаза. Что за лук Ладно. ты привез? Черный перец. Посыпаем. Отправляем сюда. О, Щас кориандр. такие- Кориандр. Давай, сейчас мы его в ступочку Уже чуть немножечко- полегче. Да. Сушеного базилика. Отправляем сюда, прям вот так вот. 3 щепоточки хорошие. Так, давайте мы сейчас будем размалывать кориандр в ступке. Отлично. И остается посолить. Солим, друзья, не так много, потому что, напоминаю, это все делаться будет в рассоле. Перемешивать. Тем, это все хорошо пожмакать, чтобы специи впитались. Слушай, а если мы вот так вот, чтобы, как говорится, самалеё, малеё. Ну, Не, ну миско же надо, вот миско надо всегда почувствовать. сейчас так и пожмак. сделаем, не вопрос.
Все, я не могу остановиться. Хорош ты жмакать. Все, уже тут паштет получился. Все, мы оставляем вот в таком вот маринаде 1 час. Мясо за это время хотя бы чуть-чуть уже схватится приправами, которые мы добавили, и зеленью, то есть это базилик. Далее мы вам покажем, что сделаем. Мясо мы оставляем при комнатной температуре. Просто вот отставили его в стороночку. Так оно быстрее будет мариноваться. Да, в холодильник убирать не нужно. Час прошел, как мясо промариновалось. Да даже не час, уж 1,5 часа, пока мы... И теперь вот эта вот вещь вкусно пахнет. О, но вот это уже совсем другое дело. Тёма, открывашки у тебя, как всегда, нету, наверное, Чё, да? как всегда есть. Просто мы давай как джигит горный. Варварским способом. Да, Все. так просто удобнее. 2. И заливаем рассол. Смотрите, как все. Заливаем так, чтобы мясо все было покрыто рассолом. Угу. Оставь. Вот спасибо от души. Класс, да? Это быстрый маринад. Час мы его промариновали раз, и теперь еще час, ну либо 2 часа. То есть за 3 часа мясо будет готово. Так, значит, пока у нас маринуется наш шашлычок, мы решили приготовить классный вкусный гарнир. Это у нас будет картофель с сальцем на мангале, да? Да. Вот. Смотрите, будем чередовать картошку вместе с салом. Для этого нужно немного отрезать вот так вот картошку, чтобы это просто плотнее все прилегало. Вот так вот берем и отрезаем. У каждой картошки. Так, ну а я что? А мне нужно, чтобы ты нарезал сало квадратиками. Вот приблизительно квадратики в размер Я картошки. понял. Так, хорошо. Вот такие. И на картошечку вот смотри. Раз. Да можно даже, наверное, давай сделаем на 2. Берем шампура первым. Вот здесь вот насаживаем сало. Сало, да, давай. Как это, кушай сало, чтобы свисало. Берем картошку и аккуратненько вот так вот прокручивая. Можно вот так побить. Ну, такой процесс, да. Вот. И опять пошел кусочек сала. Ну вот все, что у меня получилось. Надо делать вот так. Саня, вы как видели, опять бездельничал, стоял. Вот. Верьте, верьте его. Больше мешался. Короче, на самом деле, смотрите, сало отсюда и сало отсюда обязательно, чтобы она со всех сторон во время приготовления пропитывалась. Вот Да. этим вот. Здесь мы делаем прорези. Приблизительно через там, Ну ты полсантиметра. прямо аж до шампура. До основания, да, пускай. Так, во-первых, специи лучше попадут, лучше она пропечется и быстрее пропечется. Поэтому вот так вот до шампура с 2 сторон прорезаем. Смотрите, расстилаем фольгу раз, расстилаем фольгу 2. Укладываем сюда шампур. Есть контакт. Берем солюшку. Солюшку и перчик. Все банально просто. И чуть-чуть просто сдабриваем солюшкой и перчик. И немножечко да, присаливаем. Кстати, шпик у нас не соленый. Да, если соленый, то можете вообще, наверное, не солить, да? Не, ну чуть-чуть, мне кажется, самую малость. Самую малость. Опять же, это все на индивидуальный вкус. Правильно? Конечно. Вот. Теперь это вот так вот все сворачиваем. И получается эскимошка. Ну да, такая конфета на шампурике. На шампурике. Да. Ну и делаем все остальные также. Да, потом включимся и покажем, расскажем, что будем делать дальше. Здесь повнимательнее, поаккуратней. Ну ты хоть учишься? Так я тебя учу. Ага. Вон оно, как надо. Да нет, на самом деле, вот, ребят, я скажу, как есть. Я во всех этих грильно-мангальных делах далеко не спец, не профессионал, поэтому Санек приезжает, реально рассказывает, показывает, что нужно делать и как. Век живи, век учись. А Санек перенимает другой опыт. Копчение. Да, поэтому здесь у нас реально такая прям мощная и уместная коллаборация. Да? Это так и есть. Мясо, кстати, уже промариновалось и стало такое
Прям мягкая, да, прям это чувствуется. Что самое главное в этом деле? Чтобы кусочки были небольшие, шампур был острый, и верный соратник и партнер этим занимался. А мы стоим с чистыми руками и болтаем с вами. Картошка в фольге, мясо на шампурах. Пришло время разводить мангал, да, и, соответственно, начнем с приготовления картофеля. Да, потому что картофель дольше готовится. Дольше готовится. Сначала его подзапекаем, а потом уже отправим мясо. Все, погнали, Сань, на улицу. Погнали. Картошка зашкварчала, значит, уже пора отправлять шашлык. Ну, чтобы вовремя одинаково приготовить. Ну, отлично. Прям. И угли как раз пеплом таким покрылись. Это вот когда не Седые, обжигает. седые. Седые угли, да. То есть не обжигает, но жар очень хороший. Мы сейчас пожарим, чтобы картошка уже была прям полуготова, наверное, да? Ну да, до полуготовности. Потом смазываем, убираем фольгу, смазываем чесночным маслом. Ну это все увидят, ребята. И румяним ее на углях. Это она как бы будет печеная такая. Румяная и с ароматом дымка, и самое главное еще с чесночком, да? Да, Вот это очень будет... вкусно. Самое время распечатать картошку. Кстати, пока у нас готовилась картошка, шашлык уже пожарился. Мы отодвинули угли в стороночку. Доходит. Теперь, ребятки, берем и всю эту красоту обильно смазываем чесночным маслом. И все, и теперь мы просто подрумяниваем вот до аппетитной корочки. Угу. Вот этот шедевр и готов. Аван! Да уйди ты от коптильни, иди ты попробуй мясо-то. Да вас пока дождешься. На, Вов, снимай прям кусочек мяса. Пробуем, ребятки, скорее. Ой. Бери. Да, беру. Следующий. Следующий. А как вот я так не умею делать? Я тебе потом научу. Пробуем. Мягкая, сочная. Маринад просто сумасшедший. Посоли Не, идеально. правда. Мгм. Блин. Вот с солью надо не переборщить. Помните, что рассол Это тоже соленый. мясо в рассоле. Мясо в рассоле. Помидорном. Вова, да что, куда рассол дели? Я говорю, сейчас все узнаешь. Картошечка. Горячая. Она с небольшой хрустящей корочкой. Ой, класс. Вот прям замечательно. Единственное, в картошку, когда мазали, можно было побольше соли чуть добавить. Она внутри такая немного пресноватая, сверху она Да, достаточно. специя. Мгм. А мне вкусно, не знаю, что там. Мягкая, сочная. Вкусное мясо. Вообще отлично. Мгм. Супер. Братва, Да. на этой вкуснейшей ноте хочу сказать то, что все понравилось нам, я думаю, и вам. И подписывайтесь обязательно на канал Санька. Называется Ранчо у Санчо. Ссылка будет прям под этим видео. Да, Сань, здесь внизу. Конечно, да, обязательно оставим. Вот. На наш канал тоже там подписывайтесь, если все понравилось. Если нравится вообще такая как бы тема, такая рубрика наша, да? Мне очень нравится. Вот. Ну а если вы будете есть, вам тоже очень понравится, Да. как Вовану. Ставьте большие пальцы вверх. Вот так вот. Да. 2. Пишите комментарии, задавайте любые вопросы. Ну и давайте дружить вкусно, да? Да. Не забывайте про наши соцсети, которые также мы оставим внизу. Это телеграммы разные, там что-то там еще Яндекс.Дзены, ВКонтакте Дзены, и все там. остальное, а мы пошли кушать. Ну, точнее, мы никуда не уйдем, мы будем здесь кушать. Продолжим. А теперь мы уже начнем Всем как пока. следует. Удачи, Пока. друзья.